Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим способом изготовления дубовых палочек для настойки алкогольных напитков из спиртового сырья. Получив алкоголь после перегона, его, конечно же, можно употреблять в исходном состоянии. Но приложив немного усилий и времени, можно получить достойный напиток с хорошими вкусовыми качествами, не уступающему дорогому алкоголю. Конечно же, также можно купить готовую щепу в магазине и получить хороший результат. Но я от этого варианта отказался. Во-первых, среди щепы встречается много подделок. Это простое дерево, пропитанное ароматизаторами и красителями. А в этом нет ничего хорошего. А во-вторых, качественные дубовые палочки и стоят хорошо. Для начала необходимо определиться с источником материалов. Очень хорошо хвалят кавказский дуб, но где мне, живя в Беларуси, достать его? Поэтому решил делать щепу из местного обычного дуба. Единственная просьба к вам при заготовлении дуба – не портить живые деревья. Тогда возникает вопрос, где его взять. Допустим, дуб можно найти на ближайшей лесопилке. Или, как мне повезло, найти заваленное дерево. Но на крайний случай, если будете резать дерево, то хотя бы режьте одну ветку. Также дуб нужно выбрать постарее, а если берем ветку, то толщиной не менее 10 см. На следующем этапе есть еще рекомендация срезанному полену полежать на улице месяц. Даже можно его не укрывать от осадков. Зачем это делать, я так и не понял. Но считаю, что это не обязательно. Если у вас другое мнение и есть обоснование это, прошу написать под видео. Далее дуб режем на пятачки толщиной 10-15 см. В зависимости от емкости, где будет настаиваться напиток. Затем нужно полностью избавиться от коры. Далее с помощью топорика раскалываем блины на отдельные палочки толщиной от 1 до 3 см. Так, грубая работа окончена, а сейчас необходимо избавиться от большого количества дубильных веществ, содержащихся в палочках. Для начала палочки нужно подсушить. Выкладываю на противень и выставляю на балкон на неделю. После недели палочки укладываются в емкость и заливаются водой. Обязательно при работе с дубовым материалом всегда нужно использовать чистую фильтрованную воду. Ни в коем случае не пользуйтесь водопроводной, ведь мы не хотим почувствовать вкус хлора или других химических компонентов в конечном продукте. Палочки вымачиваются сутки, и за это время нужно воду поменять 3 раза. Цвет воды меняется при настаивании. В ней находятся лишние вещества, которые могут испортить вкус напитка. Прошли сутки, сливаю полностью воду и опять отправляю на настаивание. Но в этот раз добавляю соду. В расчете столовая ложка на 5 литров воды. В таком виде палочки стоят еще 6 часов. 6 часов прошли, сливаю воду. Отправляю кастрюлю со свежей водичкой на плиту. И варю палочки около часа. Как видно, после кипячения цвет воды сильно насытился дубильными веществами. И как видно, сам цвет палочек тоже поменялся. Купально-банные процедуры окончены. И палочки снова отправляются на проветривание на балкон на неделю. По истечению недели перехожу к самой приятной процедуре, а именно обжарке палочек. После этой процедуры приятный аромат дерева у вас в квартире обеспечен. К сожалению, этот запах моей жене не нравится, и когда я планирую проводить эту процедуру, у нас возникает очередной спор. В интернете можно много найти статей о том, сколько нужно жарить палочки и при какой температуре, чтобы получить разную степень прожарки. Изначально я решил их придерживаться. Выставлял разные температуры, и 120, и 150, и выше. Обжаривал час, 2, 3, но цвет палочек почти не менялся. Поэтому мне ни один из этих способов не подошел. Возможно, это еще зависит от типа духового шкафа. После нескольких экспериментов по обжарке пришел к своему рецепту. Выставляю духовку на 200 градусов и часто контролирую процесс. Цель обжига – получить 3 степени прожарки дубовых палочек для получения разных ароматов. Легкий обжиг должен придать напитку фруктово-ванильный вкус. Средний – миндаль и карамель. А сильный обжиг придает аромат шоколада. Поэтому процесс обжига в основном проходит на глаз. Но у меня по времени при температуре 200 градусов вышло так. Легкий обжиг, средний,
и сильные. Важно, при работе с духовкой соблюдайте простейшие меры безопасности и не оставляйте палочки в духовке надолго без присмотра. Во-первых, для пожарной безопасности. Во-вторых, нужно следить, чтобы палочки не обуглились, так как переобжаренная щепа может испортить вкус напитка. Процесс подготовки дубовых палочек окончен. Надеюсь, видео было полезно для вас. Для хранения палочек необходимо их поместить в герметичную упаковку. Я свои храню в целлофановом пакете в темном месте и по мере необходимости использую их. На этом видео окончено. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока!